В прошлом видео я обещал разобрать 3 самые скучные цифры: давление, холестерин и сахар в крови. Скучные они потому, что могут годами молчать. Ничего не болит. Человек чувствует себя нормально. А затем проблема проявляется уже последствиями. И для сердца, и для сосудов, и для мозга. Если вам уже исполнилось 40 лет, а давление вы давно не измеряли и анализы крови не сдавали, сейчас хорошее время это исправить. Средний возраст особенно важен. Именно в этот период повышенное давление, высокий холестерин и нарушение обмена сахара могут незаметно влиять на сосуды в течение многих лет. Сегодня я простыми словами объясню, почему сосудистые изменения в мозге долго остаются незаметными. Что показало крупное исследование давления и памяти. И почему высокий холестерин ЛПНП получил в отчете комиссии журнала Lancet такой же вес, как снижение слуха из прошлого видео. Начнем с главного. Повышенное давление, высокий холестерин и сахар часто долго не дают очевидных симптомов. Поэтому человек узнает о них не тогда, когда проблема начинается, а значительно позже. Иногда уже после осложнения. Про влияние этих показателей на сердце слышали почти все. Но те же самые сосуды снабжают кровью и мозг. А значит, от их состояния зависят внимание, скорость мышления и память. Мозгу нужен постоянный приток крови. Кислород и питательные вещества доставляются к его клеткам через густую сеть крупных и мелких сосудов. Теперь посмотрим, что могут делать наши 3 показателя. Первое. Высокое артериальное давление. Если давление долго остается повышенным, стенки сосудов испытывают постоянную нагрузку. Со временем они могут становиться менее эластичными. Повреждаются и самые мелкие сосуды мозга. Кровоснабжение отдельных участков ухудшается. Кроме того, повышается риск инсульта. Второе – высокий холестерин ЛПНП. Это тот холестерин, который часто называют плохим. При его избытке в стенках артерий могут формироваться атеросклеротические бляшки. Просвет сосуда сужается. Крови становится сложнее проходить. А если бляшка повреждается, может образоваться тромб. Третье – повышенный сахар и диабет. Длительно повышенный уровень глюкозы повреждает сосуды и нарушает обмен веществ. Страдают и крупные артерии, и совсем мелкие сосуды. Проблема в том, что мозг способен долго компенсировать постепенные изменения. Человек продолжает работать, разговаривать, водить машину, решать повседневные задачи. И может совершенно не замечать, что сосудистый резерв постепенно уменьшается. Вот главный вывод. Память зависит не только от самих нервных клеток. Она зависит и от сосудов, которые снабжают эти клетки кровью. Поэтому здоровье сердца и здоровье мозга тесно связаны. Теперь подробнее о давлении. Здесь есть особенно интересное доказательство. Если более строгий контроль давления действительно помогает беречь мышление, значит, знать свои показатели нужно задолго до появления проблем с памятью. А измерить давление можно за несколько минут. В крупном исследовании под названием Sprint Mind участвовало больше 9000 человек. Им было 50 лет или больше. У всех было повышенное давление и высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. Но в исследование не включали людей с диабетом или перенесенным инсультом. Участников случайным образом разделили на 2 группы. В первой группе целью было снизить верхнее давление до уровня меньше 120 мм ртутного столба. Во второй – меньше 140. Затем исследователи наблюдали за здоровьем участников и оценивали изменения мышления и памяти. Что получилось? В группе более интенсивного контроля давления умеренные когнитивные нарушения развивались примерно на 19% реже, проще говоря, примерно на 1/5. Умеренное когнитивное нарушение – это состояние, когда проблемы с памятью или мышлением уже заметны, но человек еще сохраняет самостоятельность в повседневной жизни.
По вероятной деменции результат тоже был лучше в группе интенсивного контроля. Но разница оказалась недостаточно надежной с точки зрения статистики. Поэтому нельзя честно сказать, что это исследование доказало профилактику деменции. Исследование прекратили раньше запланированного срока. Но не потому, что уже получили окончательный ответ о памяти. Его остановили потому, что более интенсивный контроль давления заметно снижал риск сердечно-сосудистых осложнений и смерти. При этом наблюдения за когнитивными функциями продолжили. Правильный вывод звучит так. Контроль повышенного давления полезен для сердца и сосудов. А более интенсивное лечение у определенной группы пациентов также снизило вероятность умеренных когнитивных нарушений. Но это не означает, что каждому человеку нужно самостоятельно стремиться к верхнему давлению меньше 120. Участники исследования были специально отобраны. У интенсивного лечения были и побочные риски. Например, слишком низкое давление, обмороки, нарушения электролитов и проблемы с почками встречались несколько чаще. Поэтому целевое давление определяет врач. Оно зависит от возраста, сопутствующих заболеваний, принимаемых препаратов, состояния почек и других особенностей человека. Но какое давление у вас сейчас, невозможно определить по самочувствию. Для этого его нужно измерить. Одно случайное измерение еще не ставит диагноз. Давление может временно повышаться после ходьбы, кофе, стресса или разговора. Поэтому измерять его нужно в спокойном состоянии. По инструкции прибора. И желательно повторять в разные дни. Если показатели раз за разом остаются повышенными, результат нужно обсудить с врачом, не подбирать таблетки самостоятельно. И не менять назначенную дозу после одного ролика. Если вы досмотрели до этого места, то уже понимаете принцип этого канала. Здесь не будет обещаний очистить сосуды за 3 дня. Или нормализовать давление одной чашкой специального напитка. Мы разбираем то, что действительно проверяли в исследованиях. Вместе с ограничениями, которые обычно вырезают. Теперь поговорим о холестерине. И здесь есть деталь, которая многих удивляет. Высокий холестерин ЛПНП добавили в список изменяемых факторов риска деменции только в отчете 2024 года. Но его расчетный вклад сразу оказался одним из самых больших. На уровне целой популяции комиссия оценила его примерно так же, как снижение слуха. Около 7%. Эту цифру важно понимать правильно. Она не означает, что у конкретного человека высокий холестерин создает ровно 7% личного риска. И не означает, что снижение холестерина гарантированно предотвратит деменцию. Это теоретический расчет для всего населения. Он учитывает, насколько часто фактор встречается и насколько сильно связан с заболеванием. Речь идет прежде всего о повышенном холестерине ЛПНП в среднем возрасте. Примерно начиная с 40 лет. Почему он может быть связан со здоровьем мозга? Один из основных путей – состояние сосудов. Высокий уровень ЛПНП способствует развитию атеросклероза. Он увеличивает риск болезней сердца и инсульта. А сосудистое повреждение, в свою очередь, может влиять на работу мозга. Но здесь нужна честная оговорка. Доказательства по холестерину и деменции пока не такие прямые, как результаты рандомизированного исследования давления. Связь высокого ЛПНП с деменцией основана преимущественно на длительных наблюдениях за большими группами людей и других видах исследований. Это серьезные данные. Но они не позволяют сказать, что снижение холестерина обязательно предотвратит деменцию у конкретного человека. Зато польза контроля высокого холестерина для профилактики инфаркта и инсульта установлена значительно надежнее. Проверить ЛПНП можно с помощью липидного профиля. Это обычный анализ крови. Человек может несколько лет чувствовать себя прекрасно, хотя уровень холестерина уже повышен. По внешности это не определить. По головной боли тоже. Нужно увидеть цифру. А затем вместе с врачом оценить весь риск.
И уже после этого решать, достаточно ли изменения образа жизни или требуется лечение. Теперь третий показатель – сахар в крови. В отчете комиссии журнала Lancet диабет также входит в число изменяемых факторов, связанных с деменцией. На уровне населения его расчетный вклад составляет примерно 2%. Но для здоровья конкретного человека значение диабета значительно шире одной этой цифры. Он увеличивает риск повреждения сосудов, болезней сердца, инсульта, проблем с почками, зрением и нервной системой. Как повышенный сахар может влиять на мозг? Первое – через сосуды. Диабет повреждает их стенки и ускоряет развитие атеросклероза. Второе – через нарушение обмена веществ и воспалительные процессы. Третье – через сочетание с другими факторами. У человека с диабетом нередко одновременно встречаются высокое давление, лишний вес и нарушение холестерина. Поэтому риски усиливают друг друга. Важно и то, что изменения начинаются не всегда с уже установленного диабета. До него может существовать период, когда сахар выше нормы, но еще не достиг диагностического уровня диабета. Это называют преддиабетом. Человек обычно ничего особенного не чувствует и узнает о нем только после анализа. Но здесь есть и хорошая сторона. На уровень сахара часто можно повлиять регулярным движением, снижением лишнего веса, питанием и, когда это необходимо, лекарствами. Проверять могут глюкозу крови, гликированный гемоглобин или другие показатели, которые назначит врач. Одной сдачей крови часто можно одновременно проверить липидный профиль и один из показателей обмена сахара. Нужно ли приходить натощак, зависит от конкретных анализов. Поэтому условия лучше заранее уточнить у врача или в лаборатории. Теперь соберем все три показателя вместе. Давление, холестерин ЛПНП и сахар. По отдельности каждый из них легко недооценить. Но все трое могут воздействовать на одну и ту же систему – сосуды, которые снабжают кровью сердце и мозг. При этом люди часто охотнее тратят время на приложения для памяти. Разгадывают головоломки, покупают добавки, ищут продукты для очистки сосудов. А давление не измеряли несколько лет. Уровень ЛПНП не знают. Сахар давно не проверяли, это не значит, что головоломки бесполезны. Но они не заменяют контроль основных показателей здоровья. Поэтому один из самых полезных вопросов о здоровье мозга звучит так. Какие свои цифры я до сих пор не знаю? Он менее приятный, чем новая игра для памяти. Но часто намного практичнее. Чтобы это видео не осталось просто интересной информацией, вот короткий план. Сегодня измерьте давление. Сделайте это в спокойном состоянии. Следуйте инструкции прибора. Запишите верхнее и нижнее значение. Не делайте вывод по одному измерению. Повторите его в другое время или в следующие дни. Если показатели регулярно остаются повышенными, обратитесь к врачу. На этой неделе узнайте, когда вы последний раз сдавали липидный профиль и проверяли сахар. Если прошло много времени, обсудите с врачом необходимые анализы. Одна сдача крови может дать сразу два важных результата. Уровень холестерина и показатель обмена глюкозы. Когда цифры будут на руках, не пытайтесь лечить их самостоятельно. Попросите врача объяснить, что находится в норме, что требует повторной проверки, что можно изменить образом жизни. И когда действительно нужны лекарства. Есть и общее правило, которое помогает сразу по нескольким направлениям. Регулярно двигаться, не курить, следить за весом, не злоупотреблять алкоголем и строить питание так, чтобы в нем было достаточно овощей, клетчатки и обычных цельных продуктов. Но даже полезный образ жизни не отменяет измерений. Можно много ходить и все равно иметь высокое давление.
Можно быть худым и иметь высокий ЛПНП из-за наследственности. Можно почти не есть сладкого и столкнуться с нарушением сахара. Поэтому не угадывайте. Проверяйте. Если подвести итог совсем коротко, получится следующее. Давление, холестерин и сахар опасны прежде всего тем, что часто долго молчат. Все три показателя могут влиять на сосуды, которые снабжают кровью мозг. Исследование Sprint Mind показало, что более интенсивный контроль давления у определенной группы пациентов снизил вероятность умеренных когнитивных нарушений примерно на 1/5. При этом по вероятной деменции убедительной разницы не получили. Высокий холестерин ЛПНП в среднем возрасте комиссия журнала Lancet отнесла к наиболее весомым изменяемым факторам. А диабет часто действует не один, а вместе с давлением, лишним весом и нарушениями холестерина. Хорошая новость заключается в том, что основные показатели можно проверить довольно просто. Измерить давление. Сдать кровь. Показать результаты врачу. И составить понятный план. Без паники. Без самостоятельного назначения лекарств. И без ожидания того момента, когда проблема сама даст о себе знать. Подпишитесь, если вам подходит такой формат. В следующем видео мы разберем движение и лишний вес. И выясним, почему фраза «я просто мало двигаюсь» не объясняет всего, что происходит с мышцами, сосудами и мозгом.